Задумывались ли вы, как часто за красивыми улыбками актеров скрываются настоящие бури? Сегодня в турецком киномире происходит что-то невероятное. Это уже не просто новости, а настоящая цепочка загадочных совпадений. После такого смотреть любимые проекты прежними глазами просто невозможно. Взять, к примеру, блистательную Афру Сарачоглу. Она закрыла свою историю в сериале и попрощалась с героиней настолько изящно, будто все было решено давным-давно. Никаких резких слов, все очень достойно. Но давайте будем честны. Сможет ли проект удержать наше внимание без ее энергетики? Поклонники уже затаили дыхание. А тем временем Демет Оздемир снова заставила всех говорить о себе. Всего одно незаметное движение в социальных сетях, и вокруг проекта «Мечта Шрефа» повисло тяжелое напряжение. Джерин Биндерлиоглу отвечает журналистам крайне сдержанно. Сама Демет хранит красноречивое молчание. Что это? Обычная отписка в интернете, или за кулисами произошло нечто такое, о чем нам пока не хотят рассказывать? Но главная интрига, пожалуй, разворачивается в клюквенном щербете. Создатели готовят ход, который грозит перевернуть весь новый сезон с ног на голову. К касту присоединяется харизматичный Мурат Айген. И знаете, как зовут его героя? Лидер. Имя говорит само за себя. Если верить турецкой прессе, именно этот мужчина кардинально изменит судьбу нашей любимой Кывылджым. И это только начало. Нас ждет масштабный исторический проект с Акыном Акыназю, новые роли Симай Барлас и Серенай Сарыкая, а также долгожданное возвращение Нургуль Ешелчай. Одни звезды уступают сцену, другие только готовятся занять свой трон. Сегодня мы с вами спокойно, шаг за шагом, разберем эту запутанную паутину. Где факты, скажем прямо. Где домыслы, не станем выдавать их за истину. Но там, где за красивыми словами прячется настоящий переворот, мы обязательно остановимся подробнее. Устраивайтесь поудобнее. Похоже, этот телевизионный сезон навсегда изменит судьбы тех, кого мы так полюбили. Афра Сарачоглу попрощалась с Чаглой. И, казалось бы, что тут обсуждать? Актриса завершила свою линию, написала очень теплый пост, поблагодарила зрителей, режиссеров и всю команду. Все спокойно, никаких интриг. Но давайте будем честны. В турецких сериалах такие спокойные точки редко бывают просто точками. Скорее, это начало большой закулисной перестройки. Афра обратилась к поклонникам после 17-й серии. Она сказала, что путь ее героини подошел к концу, и для нее было огромной ценностью прожить эту историю. И знаете, на мой взгляд, это очень важная деталь. В ее словах нет ни капли обиды. Это не тот случай, когда кто-то со скандалом хлопает дверью. Все подано изящно, аккуратно, почти по-семейному. Но мы с вами чувствуем не только слова, правда? Зритель всегда смотрит глубже. И сразу возникает резонный вопрос: почему именно сейчас? И главное, что будет дальше? Чагла в сериале «Семья» — это испытание, в оригинале «Ютубе» не была просто проходящей тенью. Она держала на себе огромную часть зрительского внимания. Когда такая героиня исчезает, мы невольно начинаем пересобирать сюжет у себя в голове. Кто теперь встанет рядом с Даганом, которого играет Кенан Имирзалыоглу? Турецкая пресса уже вовсю пишет, что в новом сезоне история продолжится без Афры, а на экране может появиться совершенно новая женская линия. Официально громких слов о замене никто не произносит, и это правильно. Но мы-то с вами знаем, как тяжело публика принимает новых героинь. Зрительскую привязанность нельзя просто выключить по щелчку продюсера. Для проекта это настоящее испытание на прочность. Одни останутся ради Кенана Имирзалыоглу.
другие будут смотреть из чистого любопытства. А третьи могут просто сказать: без Афры уже не то. Если сценаристы не предложат нам захватывающую эмоцию с первых же минут нового сезона, зрители почувствуют пустоту. Меня в этой ситуации цепляет именно тон самой Афры. Она ушла достойно, оставив после себя светлое чувство завершенного пути. Так уходит не из проходной роли, а из образа, в который вложили душу. Но на этом наши телевизионные загадки не заканчиваются. Потому что если у Афры все выглядит как красивое прощание, то в следующей истории зрители уловили совершенно иной сигнал. Там не было никаких официальных заявлений. Не было долгих объяснений и теплых слов. Было всего лишь одно невидимое действие в социальных сетях. И вы прекрасно знаете, как это работает. Иногда одна маленькая отписка поднимает больше шума, чем целая пресс-конференция. Казалось бы, но отписался один человек от другого в интернете, экая невидаль, правда? В нашей обычной жизни мы бы этого даже не заметили. Но когда речь идет о блестящих актрисах, общем проекте и финале громкого сериала, малейшее движение пальцем по экрану превращается в настоящую бурю. Именно это произошло после новостей о финале «Мечты Эшрефа». Поклонники тут же заметили: Демет Оздемир больше не подписана на свою коллегу Джерин Биндерлиоглу. И вот здесь началось то, что турецкая пресса умеет делать лучше всего. Из одной маленькой искры раздули целую драму. Но давайте с вами рассуждать спокойно, без лишнего шума. Прямого подтверждения конфликта нет. Никто официально не выходил к прессе со словами: «Да, мы поссорились». Никто не бросался обвинениями. А значит, наша задача – не подливать масло в огонь там, где пока виден лишь легкий дым. Знаете, что меня в этой истории восхитило больше всего? Реакция самой Джерин. Она ведь могла бы воспользоваться моментом. Могла бы сказать пару колких фраз, сыграть в обиженную, и все, первые полосы газет были бы ее. Но она выбрала совершенно другой путь. Джерин ответила журналистам с удивительным достоинством. По смыслу ее слова звучали так: неужели для новостей действительно важно, кто на кого подписан? И добавила очень мягко, по-женски мудро: пусть у Демет все будет хорошо. Согласитесь, такая сдержанность иногда говорит громче любых скандальных заявлений. Сам сериал «Мечта Эшрефа» сейчас и так находится в непростой, эмоциональной точке из-за своего финала. Зрители прикипели к героям, жили их судьбами. А когда проект заканчивается, за кулисами всегда бурлят эмоции. Кто-то устал, кто-то не согласен с финалом, кому-то просто нужна пауза. И для нас с вами эта ситуация – яркий показатель того, как сильно мы привязаны к закулисью. Ведь социальные сети давно стали для нас вторым экраном. Серия закончилась, и мы тут же идем смотреть, а как они общаются в жизни. Кто с кем сфотографировался. А кто от кого отписался. Нам уже мало знать судьбу героев, нам хочется понимать, что скрывается в сердцах самих актеров. Поэтому я бы не стал называть эту историю открытым конфликтом. Скорее, это такая выразительная, молчаливая пауза, которую каждый зритель сейчас заполняет своими догадками. Но пока одни проекты тихо закрывают свои двери и оставляют нас с вопросами, другие готовятся ворваться в новый сезон так, чтобы у нас перехватило дыхание. И следующая новость как раз из таких. Забудьте об отписках и прощаниях. Сейчас мы поговорим о мужчине, чье появление грозит устроить настоящую эмоциональную встряску в одном из самых обсуждаемых сериалов последних лет. Речь о блестящем Мурате Айгине и 5-м сезоне «Клюквенного щербета». И поверьте, одно только имя его нового героя звучит как вызов. Если в истории с Демет мы наблюдали выразительную тишину, то следующая новость врывается к нам с совершенно другой, мощной энергетикой. Забудьте о прощаниях и паузах. Мурат Айгин официально присоединяется к 5-му сезону «Клюквенного щербета». И, дорогие мои,
Здесь пахнет не просто новым лицом в титрах, а настоящим сюжетным переворотом. Его персонажа будут звать Лидер. Согласитесь, звучит как вызов. С таким именем в уголках кадра чай не пьют. Когда сценаристы вводят героя, которого зовут Лидер, нам прямым текстом заявляют: смотрите в оба, этот мужчина пришел сюда, чтобы диктовать свои правила. Но самое интересное, ради кого он пришел. Турецкие инсайдеры в один голос твердят, что его линия будет неразрывно связана с Кывылджым, которую блистательно играет Эврим Аласия. И вот тут интрига накаляется до предела. Мы с вами прекрасно знаем, Кывылджим не та женщина, рядом с которой можно просто постоять для красоты. У нее стальной характер, сложная судьба и внутренний стержень, который не сломать. Она умеет держать удар. Но зритель всегда чувствует одну закономерность. Именно такие несгибаемые героини в итоге получают самые глубокие, а порой и самые болезненные испытания любви. Что принесет с собой этот новый мужчина? Столкновение двух сильных характеров. Неожиданную слабость для той, кто привыкла все тащить на себе? Или тайну, которая перевернет ее жизнь? К тому же, пресса вовсю обсуждает еще одну деталь: Лидер может оказаться старшим братом Хиляль. Если эти слухи подтвердятся, получается, что Мурат Айгин входит в историю не как случайный прохожий, а прямо в хитросплетение уже существующей семьи. А вы ведь знаете, как Щербет умеет виртуозно сталкивать лбами родственников. Застольные разговоры, скрытые обиды, взгляды из-под-лобья. Спокойствия нам точно не видать. Лично я считаю, что Мурат Айгин для этой роли просто стопроцентное попадание. У него потрясающая экранная плотность. Он не теряется на фоне сильных партнеров и умеет держать внимание без крика и лишней суеты. В сериале, где эмоции часто бьют через край, такой спокойный, уверенный в себе мужчина станет очень опасной и притягательной фигурой. Но давайте смотреть правде в глаза. Мы не примем его с распростертыми объятиями просто так. У Кывылджим огромная армия преданных поклонниц. Любой новый человек рядом с ней будет проходить строжайший экзамен у публики. Мы будем присматриваться, сравнивать, вспоминать ее прошлые раны. Ему не дадут просто войти и сказать: «Я теперь главный». Зритель должен поверить, что за этим лидером стоит настоящая мужская глубина. Так что 5-й сезон «Клюквенного щербета» готовит нам потрясающую эмоциональную встряску. Но пока современная драма интригует нас новыми страстями, на другом полюсе турецкого телевидения собираются силы для проекта совершенно иного масштаба. Речь уже не о современных семейных разборках, а о большой исторической эпопее, где на кону стоят власть, корона и любовь. Там одно неверное решение меняет судьбы империй. В центре этого грандиозного сюжета Акын Акыназю. А вот место главной женщины рядом с ним, по самым свежим слухам, готовится занять Симай Барлас. Оставим на мгновение современные гостиные с их тихими семейными ссорами и недомолвками. Сейчас мы с вами ступаем на территорию совершенно иного масштаба. Туда, где ставки измеряются коронами, а любое, даже самое светлое чувство, неразрывно связано с жестокой борьбой за власть. Речь идет о новом историческом проекте «Любовь и трон» Аскветат. И если верить свежей информации из турецких кулуаров, этот сериал готовится стать главной премьерой будущего сезона. В центре сюжета Султан Алайддин Кикубат, и воплотить этот сложнейший образ доверили Акыну Акыназю. Согласитесь, выбор интригующий. Сыграть правителя империи – это ведь не просто надеть красивый кафтан и грозно посмотреть в камеру. Здесь нужны особая стать, внутренняя тишина, скрытая опасность. Зритель должен с первых секунд поверить, что перед ним человек, от одного слова которого рушатся судьбы. Но правитель редко правит один, верно? И вот тут начинается самое интересное. Турецкая пресса вовсю трубит, что переговоры о главной женской роли, Мелике Хатун, сейчас ведет Симай Барлас.
Я хочу сразу подчеркнуть, контракт еще не подписан. В турецкой индустрии все может измениться за одну ночь. Но само появление имени Симай в таком контексте вызывает восторг. Она виртуозно умеет играть женщин с характером. Тех самых героинь, у которых гордо поднята голова, а во взгляде читается больше, чем в любых длинных диалогах. В исторических сериалах женщины не машут мечами. Но мы-то с вами знаем, что именно они, одним тихим решением или правильным союзом, часто направляют ход истории. Зрительницы обожают такие образы, умные, выживающие в мире мужских интриг, где за каждым их вздохом следят сотни глаз. А теперь держитесь, потому что вокруг этого проекта есть еще одна невероятно вкусная деталь. Поговаривают, что на роль принцессы Дестины создатели рассматривали Пенар Денис, Неслихан Атагюль, Лейлу Танлар и даже Серенай Сарыкая. Представляете уровень амбиций? Это не просто список актрис, это настоящий парад главных звезд Турции. Однако сейчас ходят слухи, что продюсеры могут отдать предпочтение иностранной актрисе. И это блестящий сценарный крючок. Если во дворец приезжает чужестранка, значит, нас ждет столкновение двух разных миров, культур и политических интересов. Это уже не просто дворцовый роман, а по-настоящему опасная игра. Меня в этом проекте цепляет именно то, как высоко задрана планка. Любовь здесь не личное дело двоих. Брак – это политика. Молчание – это приговор. За эту невероятную плотность эмоций мы и обожаем исторические драмы. Но будем держать руку на пульсе и ждать официальных подтверждений кастинга. Кстати, обратите внимание, как причудливо переплетаются судьбы актеров. В этой бесконечной кастинговой гонке только что прозвучало имя Серенай Сарыкая. И хотя для «Любви и трона» она, похоже, осталась лишь в списке желаний продюсеров, у самой актрисы сейчас зреет совершенно другой проект. Там не будет роскошных дворцов и золотых корон. Масштаб этой истории гораздо тише, но эмоциональная глубина пробирает до мурашек. Потому что Серенай готовится сыграть женщину, которая возвращается туда, где прошлое ее так и не отпустило. После шумных дворцовых интриг и сериальных переворотов давайте на секунду переведем дух. Потому что следующая наша история звучит почти как резкая смена дыхания. Никаких золотых корон, никаких скандалов в социальных сетях. Только взрослая, глубокая драма, где самый сильный удар зритель получает не от громкого крика, а в тяжелой паузе между словами. Серенай Сарыкая готовится к совершенно неожиданному для многих проекту, независимому фильму «Люди, которых я люблю» Севдиим Инсанлар. По данным турецкой прессы, съемочная группа отправится на Эгейское побережье в ноябре этого года. И знаете, мне кажется, для Серенай это будет настоящий творческий вызов. Она сыграет Азру, женщину, которая после долгого отсутствия возвращается в родной город. Звучит просто, правда? Но мы-то с вами знаем, в хорошем кино такие возвращения никогда не бывают легкими. Родной город – это ведь не просто точка на карте. Это дом, где каждый угол хранит старые раны. Это прошлое, которое ты вроде бы давно оставил позади, но оно вдруг встает перед тобой во весь рост. Особенно, когда речь заходит о семье. К актерскому составу уже присоединился потрясающий, фактурный Мендирес Саманджелар, именно он воплотит на экране отца героини. И когда артист такой величины появляется в семейной истории, можно даже не сомневаться, отношения папы и дочки не будут просто красивым фоном. Там точно будет что-то давнее, что-то недосказанное, о чем они молчали слишком долго. Вы ведь замечали, как часто именно один взгляд отца или брошенная за столом фраза делают больнее любых открытых конфликтов? Лично меня эта новость безумно радует. Мы слишком привыкли видеть Серенай сквозь призму глянца, дорогих нарядов и светских выходов. А фестивальное кино, а именно туда планируют отправить картину после съемок, работает по другим законам.
Там нельзя спрятаться за эффектным поворотом сюжета или красивым макияжем. Там нужна голая правда в глазах. Кстати, хочу сразу вас предупредить, чтобы не было путаницы, не ждите премьеру в ноябре. В конце осени только стартуют сами съемки. Но подождать этот фильм определенно стоит. Ведь это история о памяти и о том, как трудно порой возвращаться к самому себе. Согласитесь, такие темы понятны каждому из нас, у кого есть свои отложенные на потом разговоры. Серенай сейчас только делает шаг навстречу таким выстраданным, сложным образом. Но в нашем сегодняшнем выпуске просто невозможно не вспомнить актрису, которая давно доказала одну простую истину. По-настоящему сильная роль – это не глянцевая молодость и не мимолетный шум премьеры. Это характер, который зритель помнит десятилетиями. И речь, конечно же, о неподражаемой Нургуль Ешелчай. Мы много говорим о новых лицах, кастингах и громких скандалах. Но сейчас я хочу затронуть совершенно другую величину. Это уже не просто очередная актриса из новостной ленты, а женщина, при появлении которой мы сразу говорим: «Я ее помню». Я ей верю. В турецком кино есть звездочки, которые вспыхивают на один сезон и быстро гаснут. А есть такие актрисы, как Нургуль Ешелчай. Она остается в наших сердцах десятилетиями. И знаете почему? Потому что ее потрясающую внутреннюю силу невозможно подделать ни правильным освещением, ни дорогим платьем. Мы помним ее по таким грандиозным проектам, как «Особняк с виноградными лозами», «Ашмал-Канак», «Вдребезги», «Паремпаркр» и «Гүльпери Галпри». На экране Нургуль никогда не выглядит случайным человеком. У нее есть то, чего так не хватает многим современным старлеткам – ощущение по-настоящему прожитой жизни. В ее взгляде читаются былые ошибки, а в голосе всегда звучит непоколебимое достоинство. Нургуль виртуозно играет не глянцевых идеальных героинь, а женщин с тяжелой судьбой. Тех самых матерей и жен, которые выдержали страшные удары, стиснув зубы, но не потеряли себя. За это мы ее и любим, согласитесь. И поэтому любая новость о ее возвращении вызывает такой трепет. Сейчас поклонники с нетерпением ждут ее появления в проекте «Мастер Амюр» Амруста. Да, турецкая пресса сообщает, что старт сериала перенесли на следующий сезон. Мы с вами люди взрослые, бежать впереди паровоза и обещать премьеру прямо завтра не будем. Но сам факт подготовки этого проекта – это уже залог по-настоящему сильной, качественной драмы. Лично для меня такие звезды, как Нургуль, это живое напоминание о том, почему мы вообще когда-то влюбились в турецкие сериалы. Не из-за пустых интриг ради интриг, а из-за героинь, которым веришь. Веришь, когда они молчат у окна, когда горько плачут, когда прощают или, наоборот, наконец-то решаются сказать правду. Конечно, молодежь сейчас активно забирает внимание зрителей. И это нормально, индустрия должна обновляться. Но новые лица становятся по-настоящему большими актерами только тогда, когда перед ними есть вот такая высочайшая планка. И вот после этой взрослой, глубокой ноты мне особенно интересно взглянуть на новое поколение. Потому что пока легенды готовят свое возвращение, юные таланты уже уверенно наступают им на пятки. Давайте поговорим об одной из них – Хилин Кандемир. Представьте себе, девочке всего 22 года, но в ее фильмографии уже есть такие роли, о которых многие взрослые актрисы могут только мечтать. Хилин Кандемир. Это имя сейчас стоит произносить не как очередная молоденькая звездочка, а как яркий пример того, как стремительно взрослеет новое поколение турецкого кино. Представьте себе, 2 июня этой девочке исполнилось всего 22 года. Казалось бы, совсем юный возраст. Но если мы заглянем в ее фильмографию, там нет пустых ролей для красивой картинки. «Услышь меня», «Судьбоносный дом», «Дом, в котором ты родился», «Твоя судьба», «Сестры». Это не просто список названий. Это серьезные ступени,
на которых Хелин шаг за шагом доказывала: «Я здесь не только из-за миловидного личика». Знаете, в чем главная интрига с такими юными актрисами? Турецкая машина шоу-бизнеса обожает и умеет мгновенно зажигать новые лица. Сегодня тебя называют открытием года, а завтра дают главную роль. Но настоящая проверка начинается потом: сможешь ли ты выдержать марафон? Сможешь ли сыграть боль, потерю, взрослую любовь? У Хелин для этого есть потрясающая база. Она не пытается каждую секунду играть великую актрису. Она просто живет в кадре. У нее есть та самая природная естественность, которую невозможно сыграть или купить за деньги. И мы, зрители, считываем эту искренность моментально. Эта светлая новость идеально замыкает наш сегодняшний выпуск. Посмотрите, какой удивительный узор мы с вами сегодня сплели. Мы начали с перемен, к переменам и пришли. Афра Сарачоглу смело закрывает для себя важную главу. Демет Оздемир и Джерин Биндерлиоглу заставляют нас искать скрытые смыслы в соцсетях. Мурат Айгин с уверенностью лидера входит в клюквенный щербет, чтобы перевернуть жизнь Кывылджам. Симай Барлас готовится примерить историческую корону, а Серенай Сарыкая, наоборот, уходит в тихую, выстраданную инди-драму. И пока великая Нургуль Ешелчай готовится напомнить всем, что такое настоящая актерская мощь, новое поколение в лице Хелин уже не стоит на пороге, а оно уверенно заходит в зал.